Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Отит среднего уха, симптомы и лечение. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Отиту среднего уха подвержены все категории лиц, независимо от возрастной принадлежности. Перед тем, как приступать к терапии, необходимо посетить доктора, чтобы он сопоставил симптомы и лечение. Если врач одобрит прохождение курса в домашних условиях, тогда смело можете начинать лечение. Я рассмотрю все тонкости, чтобы у вас не осталось дополнительных вопросов. Отит среднего уха – симптомы. Лечение отита у взрослых начинается с выявления симптоматики заболевания в домашних условиях. Признаки отита следующие. Головные боли, которые не утихают после приема анальгетиков. Болезненность уха, нарастающая, острая, стреляющая. Проблемы со слухом. Повышение температуры от 38,5 до 40 градусов. Заложенность ушей, как при подъеме в горы. Общая апатия, вялость, сонливость, шелест или писк в ушах. Сильная боль во время прикосновения к ушным раковинам. Гной, выделяющийся из ушей, особенно заметно по утрам. Лечение отита среднего уха медикаментами. В обязательную терапию включены препараты направленного действия, которые подавляют инфекцию и убивают бактерии. Их назначает исключительно лор после диагностики. Зачастую прописываются мази, капли, таблетированная форма лекарств. Лечение отита среднего уха прогреваниями. Отит среднего уха, как ранее было упомянуто, можно побороть медикаментозно. Когда специалист обозначит симптомы и лечение, в дополнение к аптечным препаратам, он назначит прогревание и прочие манипуляции, проводимые в домашних условиях. Они направлены на устранение гнойных образований и снятие воспалительного процесса. Гипертоникам прогревать ухо нельзя. Первое. Прогревание феном. Подготовьте фен для волос к работе, установив минимальную мощность. Направьте теплый воздух в ухо, держа прибор под некоторым углом. Он не должен дуть прямо. Соблюдайте расстояние в 20 см. Проводите прогревание таким образом дважды за день. Длительность процедуры 3 минуты. Спустя 4-5 суток негативная симптоматика уйдет. Второе. Прогревание теплыми маслами. Чтобы заготовить теплые капли, необходимо позаботиться о наличии следующих масел: лавандового, чайного дерева, ромашкового, миндального. Соедините их в равном соотношении, прогрейте до 40 градусов на водяной бане. Вводите по 3 капли средства ежесуточно после утреннего пробуждения и до отхода ко сну. Продолжайте терапию, пока неприятная симптоматика не спадет, но не дольше 4 суток. Третье. Прогревание солью. Отит среднего уха, симптомы и лечение которого мы рассматриваем, подавляется поваренной солью. Чтобы приступить к прогреванию в домашних условиях, прокалите соль на сковородке и пересыпьте в полотняный мешок. Обмотайте полотенцем во избежание ожога. Прикладывайте к уху на 15 минут с частотой 3 раза в сутки. Придерживайтесь терапевтического курса 5 дней. Четвертое. Прогревание мокрым полотенцем. Застелите подушку пленкой. Поверх положите полотенце, смоченное в горячей воде. Хорошо отжать. Лягте больной стороной на подушку. Засеките 15 минут. Повторите со вторым ухом. Если ткань остывает, опускайте ее в воду и выжимайте. Повторяйте манипуляции 3 раза за день. Курс длится 5 суток. Пятое. Прогревание дымящимся сахаром. Подберите сотейник оптимального размера. Всыпьте 25 грамм сахарного песка и установите на огонь. Ждите момента, когда подсластитель задымит. Сделайте из листа бумаги конус, широкой стороной захватывайте дым, узкий угол вставьте в ухо. Проводите процедуру 7 минут, пока дым не прекратится. После всех манипуляций закройте раковину ваткой. Прогревания осуществляются ежесуточно по 1 разу в течение 5 дней. Шестое. Прогревание лампой Минина. Отит среднего уха нередко прогревается лампой Минина, но только после выявления симптомов и лечения. Врач сам должен назначить подобную терапию в домашних условиях. Использовать лампу можно только при отсутствии температуры. Она справляется с сильнейшими воспалительными процессами и острой болью. Держите прибор в 45 см от уха на протяжении 7 минут. За сутки необходимо провести порядка 4 процедур. Курс варьируется в зависимости от симптоматики. Обычно составляет 4-6 дней. Седьмое.
Прогревание отварным яйцом. Целесообразно прибегать к предоставленному методу в случаях, когда воспалительный процесс способствует выделению гнойных образований. Отварите яйцо, после чего заверните в хлопок и подержите на больной стороне. Срок выдержки 10 минут с каждой из сторон. Повторяйте прогревание 3 раза за сутки. Лечение длится 5-6 дней. Народные средства для лечения отита среднего уха. В борьбе с отитом среднего уха хорошо себя проявили рецепты народного врачевания. Установив симптомы и лечение, можно быстро добиться положительной динамики в домашних условиях. Первое. Герань. Сорвите с растения 2 небольших листка, скрутите в трубочку и поместите в ушные проходы на 1,5 часа. Второе. Мед со свеклой. Перетрите сырой корнеплод, отожмите сок. Смешайте в одинаковом количестве с медом. Немного прогрейте на паровой бане. Капайте в каждое ухо после пробуждения по 3 капли. Третье. Мед с ржаной мукой. Пропустите свеклу через терку. Смешайте с таким же количеством ржаной муки и меда. Слепите лепешку диаметром 10 см. Проделайте в центре отверстие для уха. Приложите компресс. Оберните полиэтиленом и шарфом. Применяйте каждый раз на ночь. Четвертое. Облепиховое масло с медом. Прогрейте масло облепихи и мед в равном соотношении. Закапайте в каждый проход по 2 капли и вставьте вату. Проделывайте процедуру дважды за день. Пятое. Листья брусники. Мелко порубите 2 столовые ложки брусничных листьев. Залейте 200 мл крутого кипятка. Настаивайте в герметичном сосуде час. Принимайте настой для укрепления иммунитета по 100 мл трижды в сутки после еды. Фитолечение отита среднего уха. Отит среднего уха сопровождается болезненными ощущениями. Когда симптомы лечения сопоставлены, в дополнение к основному курсу можно применить фитотерапию в домашних условиях. Первое. Имбирь. Промойте корень небольшого размера, очистите, пропустите через блендер, отожмите сок. Капайте в проход дважды в сутки по 2 капли в течение 5 дней. Второе. Лук. Перетрите лук и отожмите сок. Капать его внутрь не нужно. Протирайте составом область вокруг уха. Приложите марлю, сложенную в несколько слоев, закрепите. Проводите терапию дважды в сутки до исчезновения симптомов. Третье. Чеснок. Измельчите чесночные дольки в блендере. Потребуется только сок. Разбавьте его маслом оливы в таком же количестве. Немного прогрейте средство и закапывайте по 2 капли в каждый проход. Повторяйте процедуру дважды на протяжении суток. Курс 4 дня. Четвертое. Алоэ. Разведите сок алоэ с негазированной минералкой в равном соотношении. Смочите вату и скатайте в тампон. Вставьте в слуховой проход, засеките треть часа. Выполняйте процедуру после пробуждения и перед сном. Пятое. Лавровые листья. Закиньте в 200 мл горячей воды 5 лавровых листьев. Проварите на ленивом огне около 7 минут. После остывания капайте готовое средство по 3 капли трижды в день. Профилактика отита среднего уха. Отит среднего уха легче предупредить. Ранее мы рассмотрели его симптомы и лечение. Придерживайтесь рекомендаций в домашних условиях, чтобы повторно не встретиться с проблемой. Первое. При возникновении ОРВИ проводите незамедлительное лечение. Зачастую простые заболевания становятся причиной развития отита. Второе. Укрепляйте иммунную систему, закаляйтесь, тепло одевайтесь в холодную пору. Третье. Придерживайтесь правильного питания, чтобы организм получал необходимые элементы. Четвертое. При попадании воды в слуховые проходы избавляйтесь от нее в максимально короткие сроки. Пятое. Во время плавания используйте специальные затычки. Это убережет вас от развития инфекции. Отит может возникнуть по различным причинам. Чтобы подобного не происходило, соблюдайте простые рекомендации. Если самолечение не дало результатов и ситуация только ухудшилась, незамедлительно обратитесь к врачу. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.